Привет, друзья! В этом ролике мы побываем с вами еще на 4 московских вокзалах: Киевском, Павелецком, Курском и Рижском. Послушаем истории от моей подруги архитектора Елены Никитиной создания этих вокзалов, ну и их архитектурные особенности и привлекательность. Ну, привет, Лен! Привет, здравствуйте снова. Так, ну сегодня у нас что по программе? Мы покажем дополнительно к тому материалу, который уже у нас был готов, немножечко в солнечную погоду, а сегодня 1 февраля, и вот такие аномальные у нас теплые погоды. Хорошо, что дождя нет. Так, и что у нас по плану сегодня? По плану на сегодня Павелецкий вокзал, Курский вокзал, Рижский вокзал. Один из самых красивых, кстати, Рижский вокзал, в том числе к остальным, которые были прежде. Ну, пошли искать точку, чтобы вы увидели всю красоту. И даже если кто-то никогда здесь не бывал, то через экран побываете. Вообще, честно говоря, я немножко обалдела, когда сейчас приехала. И вот это вот великолепие, я не знаю, когда его открыли, мне кажется, совсем недавно, потому что 2 года, да? Ну, значит, когда я была зимой и уезжала отсюда в Анапу, я вот это все не заметила. А сейчас прям такая площадь. Лет 17 назад здесь было черти что, а сейчас город-сад. Мы вернемся к тому, что к концу 19 века в России идет активное строительство железнодорожных путей. И возникла необходимость соединить 12 южных губерний, которые нуждались в сообщении. Это были губернии, которые давали пшено. Вот, и пшеницу, я не знаю, зерновые, да. И в 1898 году за право постройки вокзала борются 2 железнодорожные компании. Это Уральско-Рязанская и Московско-Казанская. В итоге побеждает Уральско-Казанская, и долго выбирается место, где бы находился этот вокзал. В итоге выбрали вот эту местность. Местность болотистая на самом деле, потому что здесь недалеко река Москва, и место называется Зацеп, потому что здесь проходил Зацепинский вал, а вал – это такие насыпные сооружения, да, их называли зацепами. Также здесь недалеко есть улица Щепок. Щепок возникла от слова «щуп», потому что здесь была таможня, и щупом проверяли мешки с зерном на обозах. Раньше рентгена-то не было, вот они щупом попадали в тело, например. Также всегда искали угрюмых каторжников или еще каких-то преступников, скрывали в обозах. Вот так в итоге здесь поднасыпали, значит, землю, щебень, но, к счастью, не пришлось никакие постройки ломать для создания вокзала, потому что здесь ничего не было. В связи с постройкой вокзала архитектор Красовский, здесь образуется знаменитая площадь на Зацепе привокзальная, где потом образуются трактиры, гостиницы, постоялые дворы, и также образуется известный и самый дешевый рынок Москвы на Зацепе. Новейшей истории здесь ларьков было масса. Да, ларьки были здесь на моей памяти лет 20, и только вот года 2 назад площадь открыли, реконструировали, сделали здесь подземный торговый центр, минимально захламив наружными конструкциями площадь, и чему рады все, и жители города, и градозащитники, потому что открыт великолепный фасад вокзала, что, в принципе, сейчас редкость, потому что в лужковские времена и Киевский вокзал был закрыт торговым центром, и следующий наш вокзал, который мы посмотрим, это Курский вокзал, он тоже закрыт торговым центром. А здесь в данном случае уже, слава богу, современные наши градостроители пришли к тому, что фасад не нужно закрывать. Фасад динамичный, имеет центральную часть арочную и 2 крыла. На первый взгляд, что кажется, что вокзал одноэтажный, но он на самом деле 3-этажный. Очень масштабная реконструкция была в 1987 году, когда площадь вокзала увеличили в 6 раз. Фасад не передвигался, ничего не передвигалось. Пути как были, так и есть. Он торцевой. Сюда прибывают поезда с направления вот это из Тулы. Сюда приходили поезда
С этого же вокзала отправился поезд прощальный для желающих попрощаться с Львом Толстовым в Ясную Поляну. И сюда же прибыл знаменитый поезд из Ленинских гор, который в 1924 году привез сюда тело Ленина, которое впоследствии поместили в знаменитый мавзолей Щукина, автором которым он являлся, где он покоится и до сих пор в видоизмененном состоянии. Я могу сказать, что внутри сейчас исторических интерьеров нет. Есть залы, попробуем их посмотреть. Ничего сейчас выдающегося мы не увидим. Тут постарались сохранить архитектуру, которая здесь была. Попытались, сохранили в какой-то степени, облик соответствует, цветовая гамма соответствует. Друзья, ну, в общем, внутри смотреть нечего. Если только вы что-нибудь там хотите поесть, перекусить. Есть прилично, тут Бургер Кинг И Ростикс. и Рустикс, да. Не забываем, что отсюда уходит Аэроэкспресс. Аэроэкспресс Домодедово, а мы поедем дальше. Друзья, ну вот мы приехали к Курскому вокзалу. Он, конечно, закрыт от Садового всяческими торговыми центрами. Вот. Сейчас нам Лена расскажет интересные факты про вот это вот Сооружение. сооружение. Начнем с того, что это новое здание. Вообще, вот то, что вы видите, это самый последний вариант Курского вокзала. Изначально Курский вокзал был совсем не таким. Вообще, есть некоторые версии, что Курский, он же Нижегородский вокзал, располагался на Бельмановской заставе. Это отсюда в нескольких километрах был деревянный вокзал, и потом его объединили со строившимся Курским вокзалом на этом месте, который, в свою очередь, был уникален. Уникален был тем, что он был транзитный. То есть здесь не было торцевого прихода поездов, как это везде, на всех московских вокзалах. Его строили в неоклассическом стиле, он был оформлен колоннами. Также у него была центральная часть, правое и левое крыло. Одно было отдано на направление Нижнего Новгорода, другое направление уже в сторону Курска. Несколько раз происходила реконструкция, и самая глобальная произошла как раз в годы советской власти. А до этого там существовали очень красивые плафоны, которые были украшены некими аллегорическими изображениями рек. И вообще сохранился один единственный зал ожидания. Вот не знаю, сохранились ли там вот эти вот плафоны. Плафоны обозначали как раз реки, которые как бы соединялись и к которым эта железная дорога относилась. Это опять-таки была Москва-река, Ока, Волга и Кама. Посмотрим, что там можно найти. Но в 60-х годах в борьбе с излишеством у нас началось разрушение нашего наследия дореволюционного. Победил железобетон, появилась вот эта вот модернистическая конструкция, да, с этим козырьком, навесом, 9 метров высоты по фасаду. Появились эскалаторы. И там последняя реконструкция была, по-моему, тоже в 10-х годах, когда появился коридор и соединился вот с этим зданием торгового центра «Атриум», который я считаю уродливым, который абсолютно убил площадь вокзала. Здесь был сквер, и вокзал был очень уютный. Ну а сейчас это просто транзитный вокзал. В какой-то степени он уникален, потому что здесь платформа расположена, как и в Европе. Да? Это, по-моему, единственный вокзал у нас. На тот момент он был вообще передовым, когда вы внизу платформы имелся общий коридор, вы могли выйти на любую вам необходимую платформу. То есть это решение было на тот момент таким новаторским. Слышала, что сюда может поместиться 12 тысяч человек. Он самый большой по вместимости. Ну, тут достаточно вместимая площадь вот этого зала. Но вообще, как бы на современный язык, тогда это был хаб, пересадочный узел. Да, он очень удобно расположен на кольцевой линии метро. Можно добраться как на метро, так и на кольцевом автобусе, очень известном Б от вокзала до вокзала. Ну, сейчас тут хорошо развитые пригородные направления.
Вообще Курский вокзал имел такую и до сих пор имеет не очень хорошую репутацию, потому что здесь достаточно большое количество асоциальных элементов. Они сейчас сохранились. Это связано с тем, что в свое время социальная помощь здесь устраивала бесплатные обеды. И как-то они здесь прижились. Жить в районе Курского вокзала считается не очень... Подло. Ну, да. Назовем это так. Они здесь, если честно, в округе прям очень много. Ну, пойдем посмотрим эту конструкцию советскую. Мы должны увидеть зал ожидания, где остался старый интерьер. Это как раз вот это вот огромное пространство хаба, как ты говоришь. Сколько там человек должно разместиться? 12 тысяч. Вот, видите, здесь можно увидеть то, что здесь было раньше. Вот смотри, если смотреть по оси, то будет понятен объем здания. Залы нанизаны друг на друга. То есть была центральная часть и два крыла, левое и правое. Давайте посмотрим плафоны. Ну, здесь, к сожалению. Слушай, ну все равно. Москва, Севастополь, Орел. Самый нарядный, видимо, зал. Главный, который был объемный. Киевский, Белорусский, Савеловский, самый маленький, Рижский, Ленинградский, Ярославский, Казанский. Начнем с того, что опять-таки возникает необходимость соединения Российской империи с Балтийским портом. Был такой порт, назывался он Винда, если я неправильно, возможно, неправильно произношу. Вот. И привлекается для создания вокзала этого направления архитектор, который являлся архитектором железных дорог Российской империи, Станислав Бережовский. Вот его бюст здесь установлен. Человек достаточно увлеченный своей деятельностью, и для тех, кто бывал в Питере или родом из Питера, он известен как автор Витебского вокзала, очень красивого вокзала города Санкт-Петербурга. В данном случае он исполнил решение фасада в неорусском стиле. Как вы помните, этот стиль был популярен. Вспомним Ярославский вокзал, да, только здесь он немножко домашний, уютный, да, так больше теремный. Он состоит из 3 объемов теремов, которые нанизаны, опять-таки, на общую направляющую. И характерно для этого стиля, опять-таки, вот эти вот гирьки, да, посмотрим, вот висящие где-то полуокна колонны. Да, это гирьки, колонны. И вот посмотри, Юль, значит, это тоже такие некие упрощенные нарышкинские колонны. И наверху вы видите полукруглые элементы, это называется кокошники. Обычно ими украшали древнерусские храмы деревянные. Не, кокошники же еще дамы носят. Ну, мы же говорим про архитектурные термины, а не про женские головные уборы. Опять-таки посмотрим на центральный вход. Здесь было отделение для 1 и 2 класса, багажное отделение. На теремке опять-таки часы. Левый зал относился, вот этот вход, это было багажное отделение тоже, и 3 класс. А правое это был нарядный зал. Здесь и перрон, и весь вокзал освещался электричеством. Что было редко в те годы. Да, но при этом в подвальных помещениях находилась собственная электростанция. Это тоже редкость. Перрон был тоже укрыт навесом. Потом его разобрали в советское время. Кстати, Рижским вокзалом он начал называться после войны 1946 года. Жалко, что нет росписи, и мы не видим, к сожалению, что изображено на фризе. Вообще не осталось никаких прямых железнодорожных путей у вокзала, только все снесли, осталось только боковые пути, до которых нужно идти от вокзала. Это пригородные поезда. А вокзал функционирует как зал ожидания и кассовый зал. Стало, вот было. Все идет по упрощенной схеме. Если раньше люди были заинтересованы в красоте, то сейчас все перешло на упрощение. Люди экономят деньги, время.
Но при этом то, что строится, не является красивым, да, там упор на функционал, но не всегда этот функционал красив, назовем это так. Здесь это просто времянка какая-то. Я надеюсь, что будет реконструкция и поставят что-то более приличное. 6-й по счету в Москве. Тоже очень красивый, вот такой вот зелененький белорусский вокзал. Лен, когда его построили? Ну, данный вокзал был построен в 1870 году, а прежний вокзал располагался чуть дальше, где Петровский парк. Ну, примерно там находились пути. Но впоследствии, как и все остальные вокзалы, вокзал требовал реконструкции, модернизации, и вокзал перенесли уже ближе сюда, к центру города, на площадь Тверской заставы. Изначально здесь тоже находился павильон, о котором мы уже упоминали. Это именно сюда прибывал поезд Николая II на коронацию. И здесь был воздвигнут стремительно деревянный павильон авторства того же архитектора, о котором я упоминала ранее, это Лев Кекушев. Дальше... То есть он сюда прибыл, когда перепутали, да? Ну, я не знаю, перепутали, не Или перепутали, но запутались? просто очень странно, да, там построили каменный павильон, а здесь построили временно деревянный двухэтажный, но тоже с достойным убранством, французскими мебелями. Вот. Потом его разобрали в связи с тем, что вокзал перенесли сюда. Пригласили гражданского инженера для постройки, тогда это были и архитектор в одном лице, такой Струков, и сделал здание из двух объемов, прямоугольники, которые под прямым углом смыкались в одной точке. Также Струков спроектировал вот этот путепровод, ну, так называемый мост через пути. Он тоже является в едином ансамбле вместе с вокзалом. Здесь сложно назвать какую-то стилистику этого здания, потому что здесь и классицизм, и какая-то неоготика. Очень достаточно передовое было здание на тот момент. Там впервые располагался и телеграф, и в кассах впервые стояли аппараты, которые печатали именно билеты. Направление северное, до Смоленска. И изначально этот вокзал носил название Смоленского вокзала. Ну а дальше уже подвинули ветку в сторону Балтики. Потом объединили некоторые направления, и в итоге он стал белорусским. В 1941 году отсюда уходили эшелоны с военными нашими на войну. И впервые здесь прозвучала песня «Вставай, страна огромная». А еще хотела дополнить такую небольшую ремарку, что открытие вокзала и открытие дороги совпадало с празднованием Победы 1812 года. И здесь была воздвигнута триумфальная арка в 1812 году, которая стояла на площади Тверской заставы. Но в 1936 году ее разобрали, увезли на хранение, а в 1966 году арку собрали или воссоздали на площади на Кутузовском, да, проспекте, станции метро Парк Победы. Мало кто знает, что эта триумфальная арка изначально располагалась здесь. Переехала, в общем. Главный вокзал. Лартербанхоф. Вокзал побратим. Я даже не знала, что вокзалы братаются. Да-да-да. Города знала, а вот то, что... С Берлинским вокзалом. К сожалению, вот эти все временные постройки лишили нас возможности рассмотреть интерьер. Интерьер уже советский, я имею в виду барельефы. Конструктивные тоже изменения есть, заложены проемы, которые были в оба зала. Традиционно расположены, видно, что работал инженер. Да, нет никаких изысков с этой стороны. Все очень просто и функционально. А, вот памятник «Прощание славянки». Здесь впервые был исполнен марш славянки. Да, очарования после Казанского нет. Ну, вокзал был тоже переделан в советские годы. Об этом говорит изобилие вот этого отделочного материала, мрамора. Да? Это был один из центральных входов. Ты попадаешь, входя, то есть в одной группе попадаешь вот в этот зал. Напоминает пантеон. Наверху у нас изображение Георгия Победоносца, который считается ангелом-хранителем Москвы и также изображен на гербе. Ну и стены расписаны, я уж не знаю, в каком году, и что это за мотивы, к сожалению, нам неизвестно. Но сейчас прокуратура разъясняет. Транспортная прокуратура разъясняет. Не знаю, мы подойдем, давайте посмотрим, что здесь изображено. Я попробую отгадать. Изображен Московский Кремль.
еще и белокаменный. Не успели за световой день, но все равно вот смотрите, как раз видна подсветка на Киевском вокзале. Совершенно прекрасен. И вот эти часы, они такой, знаете, наш российский Биг Бен. Ну что, Лен, расскажешь нам про Киевский вокзал? Киевский вокзал изначально был Брянским вокзалом, если я не ошибаюсь, и был построен Брянский вокзал в 1889 году. Было одноэтажное здание, горожане называли это одним из самых лучших вокзалов Москвы. Газеты писали об антисанитарии на вокзале, и вообще здесь был полнейший беспредел и больше напоминало ночлежку, нежели чем приличный вокзал. В 1910 году было принято решение все-таки обновить вокзал. И в 1913 году, ближе к Первой мировой войне, началась стройка. Поскольку решение было принято в 1910 году, это совпадало практически уже к дате столетия Бородинской битвы, и этот вокзал является памятником этому событию в истории. Здание неоклассицизм, здесь хорошо видны пропорции здания, колонны. Есть, опять-таки, часовая башня, о которой мы говорили. Это непременный атрибут вокзалов. Это единственные часы сейчас часовой механизм, он не электронный. Также там имеется смотровая площадка. Для сооружения инженерных конструкций был приглашен знаменитый инженер Шухов. О нем вы можете знать. Одно из самых его известных строений – это Шуховская башня на Шаболовке. Да? А также в Нижнем Новгороде. Удивительным сооружением является дебаркадер Киевского вокзала. Это перекрытые платформы. Мы сейчас пройдем вовнутрь, посмотрим, что могло бы там, конечно, остаться, потому что в 2003 году, 2004 году была реконструкция, старые фермы уничтожили и построили новые, не соблюдая шуховских технологий. Но это знаменитые лужковские реконструкции, когда горел манеж и уничтожены оригинальные фермы Бетанкура и возведено совершенно новое здание, не отвечающее никакой исторической ценности, не имеющее. Ну что, пойдем? Так и здесь. Пойдем. Давайте зайдем в здание, опять-таки, построенное инженером, господином Рербергом. Вот. Поэтому тут очень, опять-таки, все технологично. И Иван технично. Иванович Рерберг. Рерберг. Ох уж они, эти Иван Ивановичи, вы знаете, я некоторых знаю. Мы видим большой зал, купольный зал. А это вообще, я бы сказала, некая ампирная история, да, же отсыл к Древней Греции. Опять-таки мы видим купол, похожий на Парфенон. И еще удивительная деталь, которую я сейчас обнаружила, просто не обращала на это никогда внимания, это вот этот, даже не знаю, колонна или столб. Конечно, вот там визуально мне напоминает верстовые столбы, но это не он, на нем нет никаких отметок. Я посмотрела, что он расположен ровно по центру этой плоскости, но не несет никакую функциональную или конструктивную нагрузку, и имеет достаточно странный рельеф. То есть это бараны на ребрах колонны с лавровым венком и лирой. Я ничего додумывать и придумывать не буду. Скорее всего, обращусь к профессионалам, краеведам, пусть они мне расскажут, что это значит. Но бараньи головы – это один из символов масонства. Здесь очень живописно. Можно посмотреть на плафон, который здесь изображен. Плафон – это расписная часть потолка. И не обошлось и без советской символики. Красота Смотрите, все равно какая. Зал достаточно вместимый, большой. Много пространства. Опять-таки, да, неоклассицизм, он не ампирный, парадный зал. Вмещает большое количество людей. И понимаю, что, конечно, с предыдущим одноэтажным вокзалом, который принимали за ночлежку, не идет Там вообще можно делать вечеринки. ни в какое сравнение. Сейчас мы попали в симметричный зал первому. Да? Помните, мы попали в первый зал, увидели там очень необычный элемент, колонна, стела, даже не знаю, как это назвать, который здесь в ответной части мы не наблюдаем. Но здесь зато мы наблюдаем аналогичное купольное пространство. Роспись здесь совершенно другая. Если там по типу пантеона, то здесь орнаментальная живопись колосьев, изобилия. Урожая, да. Смотрите, реставрация была, по-моему, в 2003 году, да, или в 2004, а крыша у них течет. Я смотрю, вообще весь вокзал
в грибки и плесени. Вопросики. Ну, пойдемте пройдем к перронам, посмотрим тот самый дебаркадер, который На Шуховские. на Шуховской Конструкции? Ну, не на Шуховском. Шуховскими теперь мы, к сожалению, их не можем назвать. На тот момент было действительно уникальное инженерное сооружение. Сейчас, к сожалению, уже нет. Если мы посмотрим на встречающую сторону фасада, то увидим достаточно впечатляющую архитектурную форму, да, которая оформлен в виде такого портика, да, портала. Но опять-таки, помните, я говорила про освещение? Посмотрите, оно белое. То есть холодные цвета. Холодный свет, да, он должен быть теплым. Даже, я не знаю, почему РЖД экономит на лампах темного цвета, хотя они есть энергосберегающие. Лена, а вот они, да, про что ты говорила? Да, назовем, что это остатки шуховских конструкций. Обратите внимание на опоры, да, выполненные в виде листа аканта. Такой классический элемент. Он сколько Здесь они его заклепок. удачно применили. И всё это металл, да, Лен? Ну, конечно. То есть его отливали или ковали? Как вообще? Отливали. Лена, спасибо тебе большое. Мне было очень интересно. Надеюсь, вам, друзья, тоже. Пишите в комментариях. Если вам понравилось, мы продолжим. Наше изучение вокзалов. Постараюсь порыться в архивах каких-нибудь, познакомиться с Нюансами. краеведами, да, и нюансами некоторых вокзалов. Но что-нибудь постараемся найти интересное.